О да, так начинался мой рабочий день. Привет, друзья! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня хочу сделать купель Фурока своими руками для загородного дома. И я уверен, что многие из вас смогут сделать это совершенно спокойно своими руками. Ну а я начну все по порядку, так что присаживайтесь поудобнее, вам всем приятного просмотра. На самом деле я когда-то хотел купить себе Фурока, но тут решил сделать сам. Увидел я как-то в интернете бассейн из бетонных колец, и на основе этого пришла мне в голову идея сделать Фуроку из бетона. Но для этого было мне необходимо подготовить основание. Сделал небольшой котлован, 1,80 на 1,80 м, вытащил плодородный грунт. В одном из углов сделал приямок, а по бокам основания сделал траншейки с уклоном в этот приямок. Решил сделать мини такой дренаж. Для этого буду использовать пластиковую трубу диаметром 250. Установил, сделал отметочку и решил просверлить отверстие, чтобы вода, если в случае чего, скапливалась в этот приямок. Далее на дно котлована укладываю нетканую ткань дарнит. Она послужит разделительным слоем между песком и землей. Укладываю ее с нахлестом друг на друга и с выпусками на землю. Далее укладываю песок с промежуточной трамбовкой. Первый слой песка был 8-10 см, ну а после также заматываю нетканку нашу трубу. Нетканка здесь послужит как фильтр, будет удерживать песок, но пропускать воду. Остатки ненужного материала обрезаю, а трубу устанавливаю на место. Ну а дальше пришел самый главный помощник, с которым работа пошла вдвойне быстрее. Камень нужно идти сейчас. Чудо, вода, пап. Для более лучшего уплотнения песка проливаю его водой. Далее беру профессиональный инструмент ручную трамбовку и хорошенечко уплотняю все. Как можете заметить, помощников у меня очень много. Основание пролито, утрамбовано. Теперь буду использовать литый материал. В моем случае это Пиноплекс Комфорт. Конечно, в идеале лучше было Пиноплекс Фундамент, но в моем городе его не найти. На дно буду использовать 50 мм. У пеноплекса имеется L-кромка, либо в простонародье паз-гребень. Но на первом листе с двух сторон эту кромку обрезаю. Пеноплекс укладываю на песчаную подушку. Почему же использую пеноплекс на своем проекте? Так тут все очень просто. У него нулевое водопоглощение, высокая прочность нажатия, он не гниет и низкая теплопроводность. То есть наше основание не будет промерзать, а также будет держать тепло от низа нашей будущей емкости, которая будет стоять поверх пеноплекса. Как и говорил, у пеноплекса есть L-кромка, и для лучшей фиксации друг к другу я все-таки использую клей-пену. На самом деле получается отличное основание, поверх которого даже можно заливать бетон. По такому принципу можно сделать теплый пол в помещении. Также можно укладывать брусчатку и промерзать ничего не будет. За кадром были установлены бетонные кольца диаметром 1,5 метра. Нижнее кольцо с монолитным бетонным дном. Нижнее кольцо было установлено сразу на пеноплекс, как и ожидалось, что ничего не случится. А второе было поставлено сверху. И теперь необходимо заделать шов между колец. Шов снаружи и снутри заделал цементно-клеевым раствором. Конечно, можно было использовать гидропломбу, но это для меня показалось будет очень дорого. Но клеевой состав показал себя отлично. Шов пытаюсь забить раствором максимально, чтобы не было никаких пустот. По идее, следующим этапом должно быть утепление бетонных колец снаружи пеноплексом 30 мм. Нанес разметку на пеноплекс каждые 50 мм. При помощи циркулярки сделал углубление каждые 50 мм. Глубину выставил 10 мм. Нанес на плиту клей-пену по периметру. Прежде чем лист приклеить, даю клей-пене 5-6 минут. За это время успеваю нарезать на целом листе прорези. При монтаже листа мне помогает лазерный уровень, чтобы все выставить по уровню. Первый лист я приклеил, держится очень прочно. Когда лист я приклеил, я вспомнил про монтажные отверстия, что их нужно сделать гидропломбу, установить полипропиленовые трубки для будущей рециркуляции. Также сделать отвод для слива воды из нашей емкости. Использовал полипропиленовую трубу, 32-ю, на ней нарезал резьбу с двух сторон. Буду контрагать гайками.
И внизу поставила ПНДшный кран для слива воды. А тем временем мне приехала доставочка из Озона. Заказал я себе акриловую краску для гидроизоляции, жидкая резина, торговая марка Farbitex Profi. Она идеально подходит для моей поверхности и условий применения, так как она подходит для гидроизоляции и для окрашивания бассейнов. Образует эластичное гидроизоляционное покрытие. Она сверхэластичная, не растрескивается, превосходно укрывает поверхность. Я же буду использовать для купели, а у нее есть антибактериальные свойства, защищает от появления плесени и грибков. Один из самых важных моментов, я буду купель использовать и летом, и зимой, и купель будет нагреваться до 45 градусов, а данная краска с повышенной атмосферостойкостью выдерживает температурные режимы от минус 50 до плюс 100 градусов. Как раз то, что мне и нужно. У краски отличное сцепление с любыми строительными материалами и поверхностями. Я, как видите, наношу на бетон при помощи кисти, но кисти я использую для всех примыканий. Далее буду использовать валик, им гораздо быстрее. Краску же я буду наносить в 2 слоя. Время высыхания первого слоя 1 час. Ну а полное высыхание 24 часа при температуре 20 градусов. Ну и окончательный набор прочности через 48 часов. Расход краски где-то 150-200 грамм на квадратный метр. Расход зависит от структуры и типа окрашиваемой поверхности. Я краску наносил в 3 слоя. Второй слой нанес через час, а третий слой нанес через сутки. Ссылочку на данный продукт оставлю в описании под роликом. Остатки краски нанес снаружи бетонного кольца. Ну а когда все подготовительные процессы завершены, можно заняться утеплением. Многие, наверное, задались вопросом, а зачем же утепление купели? Так я вам отвечу сразу. Во-первых, у нас утеплено дно. Тепло не будет уходить уже в землю. И по бокам также, когда нагреется вода, бетон нагреется и не будет отдавать тепло наружу. И я могу сказать смело, что данный метод работает. Видео я монтирую после того, как купель уже готова и мною лично испробована. Так что процесс утепления был выполнен не зря. Но я тем временем заканчиваю утеплять тепловой контур моей купели. Далее при помощи канцелярского ножа срезаю всю выступающую клей-пену. Теперь беру 20-ю ПНД трубу, делаю один оборот вокруг купели, с одного края в ПНД трубу вставляю 16-й металлопластик, фиксирую на саморезы и лишнюю ПНД трубу обрезаю. И свободный край также одеваю на металлопластик. И также фиксирую на саморезы. Мне необходимо сделать еще 2 таких кольца. Делаю все по аналогии. Как вы могли догадаться, делаю это все для последующей обшивки вагонкой. Теперь вагонку отрезаю в размер, в моем случае это 1 метр. Сразу прикинул, как это будет выглядеть. Когда понял, что все будет идеально, дорезаю остатки материала. Далее материал разложил на заранее подготовленную пленку. Вагонку буду покрывать защитно-красящим составом 3 в 1 Farbitex Profi Вот Extra. Состав отлично подходит для различных пород древесины. Создает высокоэластичное покрытие шелковистым блеском. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины. Сохраняет и подчеркивает естественную текстуру материала. Я для себя выбрал цвет орех, но состав предоставлен широкой гаммой благородных оттенков. Также можно заказать на Озоне. Для нанесения первого слоя использую я поливизатор. И почему я первый слой наношу на земле? Мне необходимо закрасить шип-паз, чтобы в последующем при высыхании древесины не было непрокрашенных участков. И если бы я красил по месту, то поверьте, этого не избежать. После высыхания краски начал монтаж вагонки. Вагонку монтирую на саморезы. На одну вагонку по 6 саморезов. Данный вид крепления на ПНД трубу подглядел где-то в интернете. Даже видел, что делают тропинки и также крепят на саморезы. На самом деле вагонка держится прекрасно. Вагонка отлично притягивается к ПНД трубе. Процесс монтажа вагонки очень простой, и он подходит к финишной прямой. Далее беру краску и вторым слоем покрываю уже по месту с поливизатора.
За кадром подготовил дощечки, запилил их под углом 15 градусов, с оборотной стороны и стыки заранее покрасил. И буду монтировать их на купель. Получится такой многогранник. Крепить доски буду к купели при помощи дюбель гвоздей. Для этого заранее просверливаю отверстия в древесине, каждый по 2 сквозных отверстия. Далее зинкую, чтобы шляпки дюбель гвоздей утонули. Далее при помощи перфоратора делаю отверстие в бетоне на 6 мм. При помощи молотка утапливаю пластиковое основание дюбель гвоздя. И при помощи шуруповерта закручиваю саморезы. Далее при помощи орбитальной шлифмашины убираю все неровности и закругливаю выпирающие острые углы. Далее поверхность очистил и сверху покрываю нашим защитным составом. Цвет, конечно, очень насыщенный, и благодаря содержанию натурального масла и воска окрашенная поверхность имеет водоотталкивающие свойства. Вот так вот выглядит частично готовая купель. Со стороны все думают, что это покупная. За кадром сделал деревянную лестницу. Делается все очень просто, этому значению не придавал. Все расчеты таких лестниц можно найти в интернете. Именно по ним я и делал. По итогу у нас получилась вот такая вот купель. Но внутри еще отсутствует лавочка. И также не установлена печь, которая будет нагревать воду. Как это буду делать дальше, я обязательно сниму ролик и покажу это вам. Надеюсь, ролик был полезен и интересен. Жду от вас обратной связи. Немножко подсвечу, как будет выглядеть конечный результат. Так что подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение. Всем, кто досмотрел данный ролик до конца, огромное спасибо. Всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.